Педро, испытывающий необъяснимую ревность к своему новому псу Тору и внушительному ротвейлеру, которого привела домой его жена Анна, решил установить камеры наблюдения, чтобы подтвердить причину собственнических чувств пса к своей жене. Когда он увидел записи, то заплакал от того, что увидел. Педро всегда считал себя рациональным человеком, который взвешивает каждое решение и редко позволяет себе поддаваться эмоциям. Но появление Тора и внушительного ротвейлера в его жизни, а точнее в сердце его жены Анны, пробудило неожиданное и неприятное чувство – ревность. Солнечным субботним днем Анна привела Тора домой, и в ее глазах светилась смесь волнения и тревоги. Его спасли с улицы Педро. Он был одинок и напуган. «Как мы могли отвернуться от него?» – сказала она, поглаживая блестящую шерсть пса, который смотрел на нее с почти человеческой благодарностью в глазах. Педро попытался возразить, упомянув об ответственности, заботе и, конечно, о размерах и силе такого пса, как Тор. Но в глубине души он знал, что решение уже принято. Анна обладала этим даром, способностью превращать сострадание в действие без колебаний, не взвешивая все за и против, как это сделал бы он. В первые несколько дней Педро наблюдал издалека за взаимодействием Анны и Тора, за тем, как она разговаривала с собакой с нежностью, которую он редко слышал, как Тор ходил за ней по дому, всегда у ее ног, ожидая ласки или взгляда. Педро не мог отрицать благородство поступка Анны, но что-то внутри него переворачивалось каждый раз, когда он видел их вместе. Ревность была редким гостем в жизни Педро, но она присутствовала, и казалось, что это навсегда. Его беспокоили не только время и внимание Анны, уделяемые Тору именно легкость, с которой она открывалась собаке, делилась секретами и улыбалась, заставила Педро почувствовать, что их отношения с ней были особенными. Однажды вечером, когда они ужинали, Педро попытался выразить свои чувства, тщательно подбирая слова. «Анна, тебе не кажется, что мы слишком много времени уделяем Тору? Может, нам стоит?» Его голос оборвался, когда он увидел удивление, а затем печаль на лице Анны. «Педро, Тор принес столько радости в наш дом. Я не понимаю, как это может быть проблемой для тебя», — ответила она, и в ее взгляде читалось замешательство. Той ночью Педро лежал в постели, уставившись в потолок в темноте, и слышал тихое дыхание Анны рядом с собой. В его голове начала формироваться идея, способ справиться с неуверенностью, понять, что происходит, когда его нет рядом. Он решил установить в доме камеры видеонаблюдения, убеждая себя, что это для всеобщей безопасности. Однако в глубине души он понимал, что правда гораздо сложнее. Это была попытка противостоять монстру ревности, который незаметно поселился в его сердце. В последующие дни Педро приступил к выполнению своей миссии с бесшумной эффективностью, установив небольшие скрытые камеры по углам дома. «Это всего лишь мера предосторожности, способ обезопасить нас», оправдывался он перед самим собой, хотя и понимал, что безопасность была не единственным его мотивом. Камеры были незаметными, почти невидимыми, и он стратегически расположил их в гостиной, где Анна обычно играла с Тором, на кухне, где она произносила длинные монологи, обращенные к собаке, во время приготовления ужина, и в коридоре, где она переходила из одной комнаты в другую, всегда сопровождаемая верная тень Тора. Педро запрограммировал камеры так, чтобы они отправляли записи непосредственно на его компьютер, где он мог просматривать их ночью, когда Анна и Тор спали. Поначалу он чувствовал себя незваным гостем в собственном доме, который подглядывает за интимными моментами своей жены с собакой. Но любопытство, подпитываемое ревностью, в которой он все еще пытался признаться, побудило его продолжить. По мере просмотра записей у него начала вырисовываться определенная закономерность. В видеороликах не было ничего необычного. Анна рассказывала Тору о своем дне, смеялась, когда он делал какие-нибудь шалости, или просто сидела на диване, а Тор лежал у нее в ногах, пока она читала книгу
или смотрела телевизор. Это была тихая, немного скучная семейная жизнь. Педро начал сомневаться в цели своей слежки. Что он надеялся найти? Шокирующее откровение, мрачную тайну. Каждый просмотренный ролик только доказывал, насколько необоснованной была его ревность. Тор был всего лишь собакой, а Анна, его любящая жена, просто выражала свою врожденную доброту, свой инстинкт заботы, который был одной из причин, по которой он влюбился в нее. Однако однажды вечером, когда Педро просматривал записи с растущим чувством бесполезности, он наткнулся на видео, которое привлекло его внимание. Анна была в гостиной и разговаривала по телефону. На этот раз ее голос был другим, наполненным эмоциями. Охваченный любопытством, Педро прибавил громкость, сосредоточившись на словах Анны. «Я рад, что у тебя все хорошо, мама». «Да, я беременна», — призналась Анна дрожащим голосом. 6 месяцев. Я знаю, мне следовало сказать тебе раньше, но я была напугана. После стольких лет попыток, когда врач сказал, что это будет трудно, я просто не хотела цепляться за надежду. И Педро, я ему еще не сказал. Мир Педро остановился. Беременная. 6 месяцев. Неожиданная радость и глубокое сожаление переплелись в его груди. Сожаление о том, что он сомневался в Анне, о том, что позволил ревности затуманить истинную любовь и доверие между ними. Это откровение подействовало как зеркало, отразив правду, которой Педро избегал. Его ревность была необоснованной, беспочвенной тенью, порожденной его собственной неуверенностью. Теперь, осознав истинную сложность и глубину чувств Анны, Педро понял, что должен загладить свою вину не только перед ней, но и перед самим собой. Решение было ясным, ему нужно было осознать, что он натворил, признаться о камерах и, что более важно, поделиться радостью и страхом от новостей, которые Анна все еще таила в себе. Пришло время разрушить барьеры, которые он воздвиг, попросить прощения и вместе подготовиться к новой жизни, которая потихоньку зарождалась в их семье. На следующее утро Педро проснулся с новой решимостью. Известие о беременности Анны изменило его приоритеты, рассеяв тени ревности, которые затуманивали его рассудок. Решив признать свои ошибки и поделиться радостью от этой новости с Анной, он запланировал особенный вечер. Это было бы идеальное место, чтобы открыть свое сердце, признаться перед камерами и, самое главное, отпраздновать долгожданную беременность. Педро провел день в бурной деятельности, тщательно продумывая каждую деталь. Он заказал любимое блюдо Анны в изысканном ресторане, купил цветы для украшения дома и после недолгих колебаний решил отключить камеры видеонаблюдения, что стало символическим актом, положившим конец его сомнениям и неуверенности. Когда Анна вернулась домой в тот вечер, она обнаружила, что обстановка преобразилась. Зажженные свечи освещали комнату мягким светом, а воздух наполнился ароматом ее любимого ужина. Удивленная и растроганная, она повернулась к Педро, который ждал ее с нервной улыбкой. «Педро, что все это значит?» – спросила она, и ее глаза засияли от волнения и легкого любопытства. «Это праздник», – начал он неуверенно, но по мере того, как говорил, набирался уверенности. «Это праздник в честь нас, нашей любви и нашего будущего». Ужин продолжался в атмосфере смеха и непринужденных бесед, но Педро чувствовал тяжесть своего признания. Наконец, после десерта он понял, что пришло время. Взяв руки Анны в свои, он начал говорить, и его слова лились легче, чем он ожидал. «Анна, прежде всего, я хочу, чтобы ты знала, как сильно я люблю тебя и ценю нашу совместную жизнь. Но в последнее время я позволил ревности и неуверенности повлиять на меня так, что я не горжусь этим», признался Педро, сделав паузу, чтобы оценить реакцию Анны. Она слушала молча, на ее лице застыла маска удивления и растерянности.
«Я установил камеры в доме», — продолжил он, его сердце учащенно билось. «Я боялся, очень боялся потерять твою любовь из-за чего-нибудь или кого-нибудь, даже из-за Тора». Признание повисло в воздухе, наполненное напряжением и уязвимостью. Анна убрала свои руки из его, переваривая то, что только что услышала. «Педро, это причиняет мне боль. Это причиняет боль, потому что показывает, что ты не доверяешь мне, нам», сказала она, вздыхая и подыскивая нужные слова. «Но я также вижу, какое мужество потребовалось тебе, чтобы рассказать мне, и это многое значит». Педро, приготовившийся к худшему, почувствовал проблеск надежды, услышав ее слова. Я также кое-что обнаружил, просматривая записи, кое-что, что заставило меня осознать, как я был неправ, сомневаясь в нашей любви», сказал он дрожащим голосом. Анна посмотрела на него с любопытством и некоторой опаской. «Ты такой». Ты беременна, Анна. 6 месяцев», сказал он, заглядывая ей в глаза, в поисках какого-нибудь знака, указывающего, как действовать дальше. Шок и удивление отразились на лице Анны, сменившись выражением облегчения и, наконец, радости. Она рассмеялась, и этот чистый радостный звук наполнил комнату. «Я так боялась сказать тебе, Педро. Боялась, что эта новость окажется для нас слишком тяжелой после всего, через что мы прошли. Но, увидев это сейчас, я понял, что мы должны были справиться с этим вместе, как делали всегда». Педро, растроганный до слез, заключил Анну в объятия, чувствуя, как тяжесть свалилась с его плеч. В этот момент признание и страхи уступили место более глубокой связи, молчаливому обещанию встретить будущее единой семьей. Вечер закончился тем, что Педро и Анна сидели вместе, строя планы и мечтая о появлении нового члена семьи. Прошлая неуверенность сменилась общей решимостью строить будущее, наполненное любовью, доверием и, прежде всего, единством. В последующие дни атмосфера в доме вновь стала приятной. Педро, теперь свободный от бремени своей необоснованной ревности, посвятил себя ежедневным проявлениям любви и поддержки по отношению к Анне. Каждый жест, каждый общий взгляд были мостом через бурные воды прошлого, ведущим их к обнадеживающему будущему. Анна со своей стороны чувствовала облегчение и безмерную благодарность Педро за честность. До этого момента известие о ее беременности было моментом одинокой радости, сопровождавшейся страхом перед реакцией Педро и неопределенностью, нависшей над их будущим как семьи. Но теперь, когда правда была раскрыта, и Педро неизменно поддерживал ее, она позволила себе открыто мечтать и планировать появление ребенка.